Путин срочно покинул Пекин. Визит пошел не по плану. Смеются даже кремлевские пропагандисты. Российский город на грани катастрофы. Массовая гибель военных РФ. Объявлена полная эвакуация жителей. Москва применила украинский сценарий на своих же гражданах. Зеленский ответит перед судом: требование отмены указа президента. Полиция под следствием. Переговоры с Путиным все же состоятся. Кремль сделал заявление, озвучено место встречи с Зеленским. Об этих и других событиях к утру четверга, 21 мая. Четверг на календаре, а нехта в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Олесь Корниенко, мы начинаем. Красные дорожки, улыбки и высокопарные слова, а результата опять ноль. По итогам визита Путина и большой команды российских министров в Пекине подписали 40 документов, но среди них не оказалось главного, хоть одного соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Какие-то нюансы осталось договорить, попытался напустить тумана Песков в интервью Интерфаксу, но над результатами визита откровенно издеваются даже вчерашние прокремлевские пропагандисты. Мощно. Ради этого, безусловно, стоило ехать в Китай и тратить десятки миллионов долларов из бюджета. И вот эту туфту Путин при поддержке кремлевских СМИ будет впаривать гражданам России, выставляя себя великим геополитиком. Не ведитесь. Путин — обыкновенная пустышка, надувающая щеки. Главное, чтобы в следующий свой визит хозяин Кремля ненароком не передал товарищу Си приграничные области РФ. Или следующего раза не будет. Как думаете? Пишите в комментариях. Война в Украине получила еще один тревожный поворот. СБУ заявляет, что Россия использовала дрон с элементами из обедненного урана. Речь идет о беспилотнике «Герань-2», обломки которого нашли в Черниговской области после атаки еще в апреле. Украинские спецслужбы утверждают, рядом с остатками БПЛА зафиксировали повышенный радиационный фон, а экспертиза обнаружила следы изотопов урана 235 и 238. Теперь в Украине расследуют это как возможное военное преступление. Местных жителей уже предупредили, даже обломки дронов и ракет могут быть опасны из-за радиоактивной пыли. Россия официально оставляет себе право начинать войны под предлогом спасения своих граждан. Совет Федерации одобрил закон, который резко расширяет полномочия Путина по использованию армии за рубежом. Теперь Кремль сможет отправлять войска, если россиян где-либо за границей задержат, арестуют или начнут судить. Формулировки максимально размыты, а значит, поводом для военного вмешательства теоретически может стать почти любой конфликт. Подготовка законопроекта проходила на фоне сообщений о создании Европейского трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине. Как думаете, совпадение или кто-то боится оказаться на скамье подсудимых в Гааге? Тем временем целый город в самой России готовится уйти на дно. Власти Армавира объявили эвакуацию жителей сразу нескольких районов из-за угрозы подтопления после аварийного сброса воды с водохранилища в районе Невинномысска. Людей попросили срочно собрать документы, поднять вещи повыше и готовиться покидать дома. Сейчас спасатели круглосуточно следят за уровнем рек Кубань и Уруб. Но сами власти признают, ситуация остается непредсказуемой. Но из Москвы заявлений не слышно. Кремль и Софет озабочены спасением россиян от западной Фемиды, а не от большой воды в собственной стране. После долгих лет скандалов отношения между Киевом и Будапештом начали круто разворачиваться в противоположную сторону. Новый премьер Венгрии озвучил время и место встречи с президентом Украины. В начале июня мы планируем встретиться с президентом Зеленским в Берегово, городе на Закарпатье с венгерским большинством. Прежний премьер-союзник Путина Виктор Орбан постоянно блокировал решение ЕС и НАТО по Украине, но Петр Мадьяр прямо сказал, что хочет открыть новую главу в отношениях с Киевом.
Война не стихает, Москва перестала даже делать вид, что хочет мира, и на этом фоне появилась удивительная новость. Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие месяцы. Это может произойти на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае этой осенью. Такую возможность допустил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Теоретически да, теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Саммиты для этого и проводятся. В Вашингтоне это заявление пока не прокомментировали. Эбола добралась до Европы. Американского врача Питера Стаффорда, заразившегося редким штаммом вируса в Конго, спецбортом доставили в клинику в Берлине. Из аэропорта его везли настоящим конвоем с полицией и машинами сопровождения. Вместе с врачом прибыли еще 6 человек, которые контактировали с ним, предположительно члены семьи. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, Министерство здравоохранения Германии указало на то, что риск заражения вирусом Эбола для населения Германии крайне низок. Тем временем число умерших от болезни в Конго превысило 80 человек, а число заболевших идет на сотни. Соседи страны закрывают границы и идут на предупредительные меры. В Уганде, например, ввели временный запрет на рукопожатие. Это решение было принято после подтверждения первых случаев заражения лихорадкой. Эбола – это редкая, но крайне опасная вирусная болезнь с высокой летальностью. Она вызывает лихорадку, кровотечение и поражение внутренних органов. Передается через прямой контакт с кровью, выделениями или тканями зараженных людей или животных. Бывший российский предприниматель стал успешным ракетостроителем, но делает он дальнобойное оружие не для Кремля, а для его потенциальных противников. Михаил Кокорич, который когда-то запускал первую частную космическую компанию в Российской Федерации, теперь помогает Украине и Европе. Как пишет Financial Times, его компания Destinus уже поставляет Киеву дроны и мини-ракеты Рута, а к концу года вместе с гигантом Rheinmetall собирается запустить производство новой версии с дальностью более 700 километров. Но самое амбициозное впереди. Destinus представила проект Рута Блок 3, ракеты, которая сможет бить на 2000 километров. Это дальше, чем американский Томагавк, от которого Европа слишком долго зависела. Сам Кокорич ранее отказался от российского гражданства. В свою очередь, Минобороны РФ в апреле включила завод его фирмы в Нидерландах в список законных целей. Бывший бизнес-партнер президента подал на него в суд. Дело Мидаса получило новый поворот. Сбежавший из Украины в Израиль бизнесмен Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского. Истец требует отменить указ о введении против него санкций. Иск уже зарегистрирован в Верховном суде Украины. Ответчиком указан сам Зеленский, а третьими лицами проходят Кабмин, СНБО и Министерство экономики. Имя Миндича давно всплывает в расследованиях о коррупции в энергетике. Именно поэтому против него ранее ввели ограничения. Российских оккупантов на украинской земле косят не только дроны и другие боеприпасы. Об этом свидетельствует новый радиоперехват военной разведки. Там 8 или 10 тел лежали. Там и наши, и союзники аккуратно сложены были, укрыты спальниками вроде лежали. На Запорожском фронте россияне массово гибнут от отравления алкоголем. Таким необычным способом задвухсотились бойцы 166-го мотострелкового полка захватнической армии. Из перехваченных сотрудниками ГУР переговоров можно заключить, что тела участников смертельного банкета пролежали без эвакуации почти неделю. Пока одни россияне лежат на украинской земле, у других россиян власти планируют землю отнимать. Чиновники начали большую охоту на заброшенные дачи и участки. Изъятие может угрожать 100 тысячам собственников. Теперь, если сотки заросли бурьяном, завалены мусором, а дом начал разваливаться, государство может потребовать все привести в порядок. А если хозяин не успеет, участок через суд могут забрать. Причем следить за этим будут буквально с воздуха. Росреестр
реестр уже использует сотни дронов, которые проверяют дачи и землю по всей России. Власти говорят прямо, особый интерес вызывают ликвидные участки, которые потом можно выгодно перепродать. Путинский режим напоминает какого-то земельного маньяка. Если он не может отобрать очередные территории у Грузии или Украины, то начинает это проделывать с собственными гражданами. Серия обысков и богатый улов. Силовики наведались сразу к целому ряду начальников нацполиции. Речь идет о деле так называемых порно-офисов. По данным следствия, руководство сразу 3 областей – Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской – якобы крышевало моделей, создающих контент для взрослых. За свои услуги офицеры получали по 20-25 тысяч долларов в месяц. В результате масштабных обысков у высокопоставленных фигурантов нашли элитные машины, дорогие часы, оружие и наличные на 22 миллиона гривен. Задержаны 5 человек. Среди них начальник полиции Ивано-Франковской области и несколько его коллег высокого ранга. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Но ниточки могут вести и на самый верх. Посредником схемы, по данным следствия, был водитель одного из заместителей главы МВД. Только на днях президент Токаев провозгласил Казахстан наследником Золотой Орды. И вот за возрождение татаро-монгольского наследия взялись в самой России. В Тыве учредили орден имени Субидея. Это один из полководцев Чингисхана. Субидей Маадыр за 50 лет военной службы не потерпел ни одного поражения и ни разу не нарушил монгольской ясы. Новой наградой будут отмечать участников войны против Украины. Но пикантная ситуация в том, что Субидей был одним из командующих монгольского нашествия на Русь, и его войска громили не только Киев, но и Рязань, Владимир и другие города на территории современной России. Вот такой зигзаг. Пока Кремль перемалывает сотни тысяч своих граждан в борьбе за так называемый русский мир, на востоке страны потихоньку начинают возрождать мир монгольский. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.